Коллега, здравия! Приветствую тебя на моем канале. Меня зовут Никита Герасимов. И сегодня я тебе за 3 минуты расскажу, что такое уровни коррекции Фибоначчи, как их правильно использовать, как их использовать неправильно и так делать не надо. И, соответственно, я тебе объясню, как находить хорошую качественную точку входа, а самое главное, не менее качественную точку выхода. Поэтому ставь лайк, делись этим видео, пиши вопросы в комментариях. В общем, как обычно, погнали. Что у нас здесь? Это у нас хорошая монетка, качественная монетка. Рекомендую ее себе в журнал занести, чтобы не пропустить. Это у нас XRP. И что мы здесь видим? Мы видим хороший импульс наверх, прям такой хороший, основательный. И мы видим коррекцию. В моменте, допустим, мы видели ситуацию вот таким образом. Сделаю пошире. И, соответственно, что мы делаем? Мы берем Фибоначчи и основная ошибка, трейдеры натягивают с начала импульса в конец, получая все шиворот на выворот, в общем, штаны пытаются надеть задом наперед, либо через голову как-то, используют какие-то отрицательные значения, в общем, нахрена себе усложнять жизнь, когда можно натянуть фибу правильно. Очень часто еще используют как-то вот так криво-косо наискосок. Зачем? Настройка элементарная. Вот у нас конец импульса. Желательно максимально точно сюда. Кнопочку жмяк, вот у нас начало импульса. Кнопочку жмяк, все, остановились. Вот она, трендовая линия, все логично и понятно. Если ты хочешь, чтобы у тебя где-нибудь вот там отображались уровни, элементарная настройка продлевать линии вправо и все. И вот тебе будет хорошо. Теперь по настройкам. На самом деле, что такое FIBA? Фибоначчи, это был математик, жил он лет 500-600 назад и, соответственно, выявил, что в природе есть определенные закономерности. Теории грузить не буду, на этом денег не заработать, но в чем суть? Действительно, золотое сечение присутствует, причем присутствует и в животной сфере, и там в растениях, и бла-бла-бла, прочее. Дизайнеры, архитекторы используют, и самое интересное, используют и трейдеры. Так вот, для чего нужно Фибоначчи? Есть определенные волшебные уровни, от которых цена с наибольшей вероятностью может отбиться и уйти, допустим, наверх. То есть у нас есть хороший трендовый импульс, либо просто какое-то трендовое движение. Дальше, когда начинается пилообразная коррекция, это в целом неплохо, и мы его ждем. Ждем для того, чтобы зайти в сделку. Фиба в целом штука самодостаточная, но лучше использовать с различными торговыми методами. А об этих методах я расскажу в следующих видео, поэтому не забудь подписаться на канал, поставить лайкосик и, соответственно, пиши в комментариях. Видео скоро будут. Так вот, как заходить в рынок? Все в целом просто. Убираем ненужные уровни. Что у нас остается? 0% начало импульса, 100% конец изначального импульса. Они нам никакой погоды не сделают, это просто как факт, чтобы видеть, где у нас фиба натянута. Дальше, 70% это уровень агрессивного участника. В целом можно пробовать, да, и мы видим реакцию, вот она, реакция раз, вот два, пытались отсюда увести цену, но я категорически не рекомендую. Если только ты не занимаешься анонизмом, а именно скальпингом, и не пытаешься вот это все, каждое движение, ну ты сам понял, то, соответственно, не рекомендую. То есть, если отсюда цена ушла, ну, значит ушла. Констатируем как факт. Движемся дальше. Основной уровень всегда был 50%, и мы видим, да, реакция даже сейчас на него есть. Но уже лет 10, даже больше, на рынке присутствуют высокочастотные роботы, на крипте в том числе. И их задача изнасиловать тебя в противоестественной позе, а именно забрать твои денежки с депозита. Поэтому, когда ты заходишь просто тупо от 50%, потому что ты креветкой не хочешь думать, соответственно, ты получаешь здесь благополучный стоп-лосс и говоришь, что ни хера не работает, ваш трейдинг все фуфло, пошел и я ставками на спорт заниматься. Вот, там все легко и просто. Так вот, 50% штук хорошие, отсюда заходить можно, но важно понимать, что отсюда можно заходить только, скажем так,
на часть депозит по-хорошему разбивает точку входа, да, сделку на две точки входа, 50% и 38,2%. То есть вот 38% они отрабатывают последние лет 5 на порядок качественнее, чем 50%. То есть 50% мы заходим потому, что цена может тупо не дойти. Это классика. Либо мы стараемся трейдеров и изнасиловать и увести цену до их стопов, либо наоборот не довести цену, чтобы они не зашли и не дай бог не заработали. Поэтому две точки входа всегда. Дальше. На 50% не рекомендую заходить больше, чем на 40% риска на эту идею. Допустим, ты хочешь зайти на штуку баксов. Соответственно, максимум $400 маржи сюда ты вносишь, а лучше, наверное, даже $350-300, то есть 30-35%. Если мы говорим вот про 38%, вот здесь уже это основной костяк, основное ядро твоей идеи. Не менее 60% здесь твои сделки находятся. Хорошо. Точка входа как бы особого ума не надо, находится вот он красненький уровень, вот черненький уровень, все. Поставили туда лимитки и просто тупо или умно ждем, когда цена дойдет. Вот она, цена доходит, все, ты в рынке молодец. Дальше, обращаю внимание, видишь, даже реакция на 70% есть, хоть и он и такой своеобразный. Отлично, теперь у тебя, естественно, вопрос, куда поставить стоп. Поставил близкий стоп, вот тебя отстопило, и все, метод не работает, можно бежать хныкацамами. Стоп имеет смысл ставить в районе 25% по FIBA. Сюда очень редко цена доходит, а когда доходит, это уже хрень, это не FIBA, и зачастую уже летит в какую-то дребедень. Поэтому спокойно можно брать как за ориентир не ровно на 25%, а примерно в этой области сюда ставить и смотреть, куда логичнее поставить. Также можно использовать старое доброе математическое ожидание. То есть берем средний. Вот у нас цель. Это уровень 138.2. Это основная цель, порядка 99% срабатываний. Здесь мы видим почти 27%. Соответственно, порядка 13% стоп, минимально 2 к 1 можно использовать, но это слишком много. Поэтому здесь у нас получается 5%, но немножко можно даже увеличить 6-6,5%, более чем достаточно для этой сделки. Ну, как мы видим, опять же, естественно, история все легко и просто, а в реальном времени будет намного сложнее, но тем не менее надо же на чем-то учиться. Поэтому две точки входа есть, стоп-лосс есть. Дальше, теперь тейк-профиты. По уровням я рекомендую использовать две цели. Уровень 138,2, уровень 161,8. 200% и выше это уже больше угадайка, и зачастую они не отрабатывают. Чтобы было понятно, я 14 лет смотрю в рынок, торгую рынок, забираю деньги с рынка. Выше это вот вероятность просто на удачу, авось повезет. Поэтому 138,2 зафиксировали 60%. То есть здесь зашли, здесь вышли. Здесь зашли, условно говоря, здесь вышли. Можно не жадничать, можно полностью закрывать позицию вот здесь, и нормально по деньгам будет. То есть, чтобы было понятно, да, ну, 28% это более чем, особенно если нормальное плечо использовать. Что мы в итоге имеем? А имеем мы следующее. У нас есть две точки входа, они достаточно качественные, с достаточно хорошей отработкой. У нас есть нормальный, в данном случае, стоп-лосс, до которого не дошли. У нас есть хороший целик, в целом математическое ожидание получается не меньше 5 к 1, и, соответственно, вот мы видим 138,2, вот мы видим 161,8, до 200% даже близко не дошла, а про что-то более глобальное даже и речи не идет. И в конечном итоге вот у нас цена благополучно откатила. Под итог. Уровни FIBA. Если вы научитесь правильно определять, друзья, товарищи, коллеги, импульс, если вы будете правильно заходить в сделку, научитесь правильно определять стоп-лосс, точнее, куда его поставить, чтобы слишком много не отдать рынку и слишком часто не отдавать рынку. Перестанете жадничать и будете нормально фиксировать свою позицию по вот этим уровням, все будет кошерно. В целом, на этом наш блок обучающих видео по торговым методам только начинается. В ближайшее время будет много чего интересного, поэтому не забывай подписываться, товарищи, на канал. Рекомендую также поглядывать плейлисты, я там буду их складировать. В
целом на этом все. Желаю успехов, желаю профита и на связи. Пока. Кстати, не забудь лайкосик.